I want to start by giving you some random facts about Spurgeon. Давайте продолжать, и хотел бы вам несколько таких, если можно сказать, случайных фактов о Чарльзе Сперджене поведать. I don't know if I gave you his year of birth and death, but he was born in July of 1834. Значит, не помню, назвал ли я дату рождения и смерти, но он родился 18 июня 1834 года. He died in January of 1892. Умер в январе 1892 года. He was exactly my age when he died. Когда он умер, ему было ровно столько лет, сколько и мне. He was 57 and a half. I'm 57 and a half right now. 57 с половиной. Мне сейчас 50. So if I wake up dead tomorrow, you know that my similarity to Spurgeon is complete. Поэтому, если я завтра не проснусь, то можно тогда я соглашусь с тем, что я похож на Чарльза Сперджена. Spurgeon is the most widely read preacher in church history after the apostles. Чарльз Сперджен один из самых популярных авторов христианских после апостолов. And there is today more material available by Spurgeon than any other Christian author, living or dead. И сегодня больше всего опубликованных материалов христианского толка автором является Чарльз Сперджен. Больше него никто не написал. And the reason for that is that all of his sermons were recorded and published. И одной из основных причин этого является то, что все его проповеди были записаны и опубликованы. And when I say recorded, I don't mean the sound was recorded. И записаны, конечно, они были не на кассету. But there were stenographers that took down every word he said. Но были стенограммы его проповеди. And virtually all of those sermons have been published. И практически все проповеди Чарльза Сперджена были опубликованы. When they completed publishing the series of the Metropolitan Tabernacle Pulpit, there were only about 50 sermons left unpublished. После того, как была опубликована так называемая серия «Кафедра скинии метрополии», осталось всего около 50 неопубликованных проповедей. And there's a publisher in England now that has already published 2 extra volumes of unpublished sermons, and is about to finish the set. И сейчас в Англии издается трилогия неопубликованных проповедей Сперджена. But the major sets of Spurgeon's sermons are 2. Но есть два основных сборника его проповедей. The first is 6 volumes called the New Park Street Pulpit. Первый, это английские издания, поэтому простите, если они не соответствуют нашим, но это первое издание, это шеститомник, которое называется «Кафедра Парк-стрит». The second is about 57 volumes of the Metropolitan Tabernacle Pulpit. Второе издание это кафедра скинии метрополии, 57 томов. So all combined there are 63 volumes. Всего получается 63 тома. About 20 to 25 million words. От 20 до 25 миллионов слов. That's equivalent to the largest published encyclopedia in the world. 20-25 миллионов слов это приблизительно размер самой большой опубликованной энциклопедии. And if you count those sermons, Spurgeon's written output exceeds that of any other Christian author in history. И как я уже сказал, если мы будем считать все его опубликованные проповеди, то Сперджен больше всего написал из всех христианских авторов мира. Those sermons have had an ongoing ministry from the beginning. И как мы уже говорили с вами, эти проповеди имеют долговечное служение от самого своего появления. There are some remarkable stories about what became of some of those sermons. И есть много необычных историй, связанных с тем, какую роль сыграли эти проповеди. They were originally published as individual sermons. Первоначально они были опубликованы как отдельные проповеди. A new one was released every week. И поэтому каждую новую проповедь опубликовывали каждую новую неделю. The series was called the Penny Pulpit. Эта серия называлась «Кафедра Пенни». And then at the end of each year, those 52 sermons would be compiled into a volume. И в конце каждого года эти 52 проповеди собирались в один том. And so each volume of the New Park Street Pulpit and the Metropolitan Tabernacle Pulpit sets, each volume has 52 sermons in it. Поэтому в каждом томе тех изданий, которые я упоминал, кафедра скинии метрополии и New Park Street, каждая из них в каждом томе содержит 52 проповеди.
Как называлось первое вот это? 6 томов. New Park Street. There was an incident where a woman was converted by reading a single page of one of Spurgeon's sermons that was wrapped around some butter she had bought. Есть история о том, как женщина пошла в магазин, чтобы купить масло, и это масло было завернуто в один лист, на котором была часть проповеди Сперджена. И она, развернув это масло, прочитав этот лист, покаялась в своих грехах и пришла ко Христу. Also, the famous missionary in Africa, David Livingstone, always carried a copy of one of Spurgeon's sermons with him. Также известный миссионер Дэвид Ливингстон, когда отправлялся в свои путешествия по Африке, всегда носил с собой копии проповеди Чарльза Сперджена. When you count the individual sermons that were published and the bound volumes and then the 20th century copies that have been published, I think it's impossible to say how many copies of Spurgeon's sermons are in circulation. И поэтому, если считать все эти издания и добавить к ним те издания, которые были опубликованы в 20 веке, то трудно всего сказать, сколько книг и сколько изданий вообще существует. But they've gone worldwide. Но они распространились по всему миру. They've been translated into at least 45 different languages. Проповеди Сперджена переведены как минимум на 45 разных языков. And they're being published as briskly today as they were when Spurgeon was still alive. И они публикуются с таким же интересом, как и тогда, когда Сперджен был жив. They're also available, most of his sermons are available on the internet now. Теперь большинство из его проповедей доступны в интернете. So these sermons continue to have a far-reaching impact, much beyond what Spurgeon ever could have envisioned. Поэтому роль, которую играют проповеди Сперджена, конечно же, наверное, выходит за рамки любого масштаба, который мог только предвидеть Чарльз Сперджен. I mentioned that Spurgeon had no college degree. Я уже упомянул о том, что Сперджен не учился в колледже. He missed college by a single act of providence. И я думаю, что за тем, что Чарльз Сперджен не поступил в колледж, стоит Божье провидение. He was planning to enroll in college. Он планировал поступить в колледж. He scheduled a meeting with the headmaster of the college. Он назначил встречу с человеком, который отвечал за прием студентов. The meeting was arranged at a mansion in Cambridge. И они должны были встретиться в одном из домов Кембриджа. The mansion was the home of a famous publisher. В этом доме жил известный издатель. And he had lots of rooms and lots of servants. У него было много комнат и было много слуг. Spurgeon was so eager to meet this headmaster, he arrived early. Сперджен настолько горел желанием повстречаться с этим человеком из Кембриджа, что он приехал туда раньше. One of the servants met him at the door and ushered him into a room where he was going to wait to meet with the man he came to meet. И поэтому, открывши дверь, один из слуг отвел Сперджена в комнату, где он должен был ожидать встречи с этим человеком из университета. But that servant forgot to tell anyone he was there. Но этот слуга забыл о том, что, забыл об этом и забыл о Сперджене. So the headmaster came. Поэтому пришел человек из Кембриджа. He waited a while for Spurgeon to show up. Ждал, пока придет Сперджен. He talked and had tea with the publisher. Выпил чай, поговорил с владельцем этого дома. And when he thought he had waited long enough, he left. И решил, что сколько можно ждать, и ушел. Spurgeon was trying to be patient. А Сперджен в это время практиковал христианское терпение. And Victorian manners dictated that he wait until he was summoned. И согласно обычаям той культуры викторианской, человек, ожидая в комнате, должен был ждать, пока его не позовут. But the time dragged out so that he finally picked up the bell and rang for the servant. Но пришло время, когда он уже ждать не мог, он поднял звоночек и позвонил и позвал слугу. And when they realized he was in the house, the headmaster was long gone. И когда это произошло, то человек уже нельзя было послать за тем, кто ушел, потому что он ушел достаточно давно. So Spurgeon was grossly disappointed. It was one of the bitterest disappointments of his life. Поэтому Сперджен, конечно же, очень сильно разочаровался. But as he walked away from that missed meeting, he said, it seemed as if the Lord put these words on his heart. Но он говорит, когда я шел домой в тот день, то я как будто бы понял что-то. Do you seek great things for yourself? Как будто бы Господь говорил мне, ты ищешь чего-то великого для себя? Seek them not. Не ищи. And so Spurgeon said he resolved not to go to college. He interpreted that turn of providence as God's will that he should not go to college. Поэтому Сперджен увидел в этом волю Божью, чтобы не идти учиться в колледж. So he never had any sort of seminary
or Bible college training. Поэтому у него не было никогда ни семинарского, ни колледжского образования. He was entirely self-taught. Он исключительно обучал себя сам. From the pictures of the library I showed you can see that he was a voracious reader. И я думаю, из тех фотографий его библиотеки мы с вами можем понять, что он много читал. There were 12,000 volumes in that library. Что? Только школа и все. Да. So only school. He only went to school and that's it. Yeah, like high school. Да. What do you call it? Старшая школа. So he never went to university. Он никогда не учил, у него нет высшего образования. Let's see, where was it? Oh, you could tell from the picture of the library that I showed you. Итак, из тех фотографий библиотеки, которые я показывал вам, That there were a vast number of books there. там было много книг. The books that were sold to the library in Kansas City were about half of his total library. Книги, которые были проданы в библиотеку в Канзас-Сити, это была половина его библиотеки. Other books were inherited by his sons or given to people. Другие книги унаследовали его сыновья, и они были, еще другие книги были розданы людям. But before the library was dissolved and disassembled, there were book plates put in the front of each book. Но прежде чем эта библиотека была разделена, so there's a very distinctive book plate that verifies this book came from Charles Spurgeon's library. То на каждую из них поставили печать о том, что эта книга являлась личной книгой из библиотеки Чарльза Сперджена. A friend of mine located one of those books in a used bookshop in London. Один из моих друзей нашел такую книгу в книжном магазине в Лондоне. And he very kindly bought it and gave it to me. И купил и подарил мне ее. So I do own one of Spurgeon's books. Поэтому у меня есть одна из книг Чарльза Сперджена. The library in Kansas City asked me to give it back, and I refused. Библиотека в городе Канзас-Сити попросила меня, чтобы я великодушно пожертвовал ее библиотеку, но я великодушно отказался. Spurgeon began preaching soon after his conversion. Чарльз Сперджен начал проповедовать вскоре после своего обращения. He already had the tools and much of the education necessary. И у него уже были необходимые средства и практическое образование для того, чтобы это By the time he was 20 years old, he had already preached 600 times. К тому времени, когда ему исполнилось 20 лет, он уже проповедовал около 600 раз. At the height of his fame, he was the best-known man in England. И в пик своей славы он был самым знаменитым человеком в Англии. The Prime Minister Gladstone of England came to hear him. Его приходили слушать премьер-министр Англии Гладстоун. Members of the royal family, members of parliament came to hear him. Члены королевской семьи, члены парламента. There was even a president of the United States that went to hear him. Даже один президент Соединенных Штатов Америки захотел выслушать его. And several other famous people. И многие другие известные люди. Well, I'll save this till later. Let me take up where we left off with his conversion. Итак, давайте продолжим говорить о жизни Чарльза Сперджена с момента его обращения. Now, as I said, he started preaching very early. Как я уже сказал, он начал проповедовать весьма рано. He was converted January 6, 1850. Он обратился 6 января 1850 года. Exactly 5 years and 1 day later, he preached his first sermon as the pastor of the congregation he would shepherd until the day he died. You said 5 years? 5 years. 5 years and 1 day. Ровно через 5 лет и 1 день он первый раз проповедовал в той церкви, где он был проповедником до дня своей смерти. I mentioned earlier that he was always mature beyond his years. Я ранее уже несколько раз отмечал, что он был зрелым человеком не по годам. This was true even in his spiritual growth. И это касалось даже его духовного роста. By the time he was converted, he knew so much scripture and had studied so much theology that it was almost as if he came into the Christian life as a mature person. К тому времени, когда он обратился, я думаю, вы видели, что он настолько много читал, настолько много изучал, что фактически находился в состоянии интеллектуально, по крайней мере, зрелого христианина. He had been influenced by his father and his grandfather, both of whom were pastors. На него влияние оказывали как его дед, так и его отец, которые оба были пасторами. He had studied all those Puritan works when he was a child. Когда он был мальчиком, он изучал труды пуритан. And into his life as a Christian, he drew this
encyclopedic knowledge that was gleaned from a childhood of interest in spiritual things. И поэтому фактически в эту взрослую жизнь он принес с собой энциклопедию знаний, которую накопил во время своих детских лет. There was one other profound influence I should not fail to mention. Есть еще одно влияние, о котором я не могу не сказать. In the autumn before his conversion, Осенью, перед своим обращением, he was a student in a private school in Cambridge. он учился в частной школе в Кембридже. The cook and the housekeeper at that school was a woman named Mary King. Поваром и служанкой в этом доме была женщина по имени Мэри Кинг. After Spurgeon grew up, he said later that he was indebted to Mary King for much of his theology. Когда Сперджен вырос, он сказал о том, что он является должником Мэри Кинг, потому что она научила ему его богословию. She was one of those who loved to talk about theology. Она была тем человеком, который любила разговаривать о богословии. And she found a kindred spirit in Spurgeon. И она нашла соратника в себе Сперджена. And they would sit at the kitchen table and talk about doctrine. И поэтому они сидели за кухонным столом и размышляли над доктринами. They would talk about the gospel. Говорили о Евангелии. They would talk about passages of scripture. Говорили о отрывках из Писания. She was a strong Calvinist. Она была сильным кальвинистом. And she was the person who really introduced Calvinism to Spurgeon. И она была человеком, который представил кальвинизм Сперджену. He always recalled her with great fondness and gratitude. Сперджен всегда вспоминал о ней с благодарностью. He said this about her. Он сказал следующее о ней. Many times we would go over the covenant of grace together. Очень часто мы с ней говорили о завете благодати. We would talk of the election of the saints and their union with Christ. Говорили о избрании святых и их союзе со Христом. We would talk about the doctrine of perseverance. Мы говорили о доктрине терпения. Да, мы говорили с ней о доктрине стойкости святых. We talk about what godliness meant. Мы говорили о том, что такое благочестие. And he says, I learned more from her than I would have learned from any 6 doctors of divinity. И он говорит о том, что от нее я узнал больше, чем от 6 докторов богословия. This woman attended a church in Cambridge that was spiritually dry, and she said the pastor was not very pastoral. Она сказала, что она была членом церкви в Кембридже, которая была немножко духовно суховатой, и пастор не очень, не очень хорошо справлялся со своими обязанностями. Spurgeon asked her why she bothered to go there at all. И Сперджен спросил, зачем же ты туда ходишь вообще? And she said that a hen scratching on a heap of rubbish doesn't get any corn. Follow this. Okay. It's a Can you finish it? Sorry. A hen scratching on a heap of rubbish doesn't get any corn, but she shows that she's looking for it. She uses the means to get it, and she's warmed by the exercise. That's an analogy. Значит, такую аналогию она использовала. Она сказала, что курица, которая копается в мусоре, она никогда не найдет там кукурузы. Но тем не менее, она показывает, что она старается, и ей приносит удовольствие само это упражнение. Spurgeon had such a great regard for her that he also supported her financially in her old age. Сперджен так полюбил ее, что также финансово поддерживал ее, когда она состарилась. Now, Spurgeon's conversion was at the end of the Christmas holiday that year. И, как мы уже заметили с вами, обращение Сперджена было в раннем январе, и подходили к завершению рождественские праздники. And so when he came back to Cambridge, he decided to join the church where Mary was a member. И поэтому, когда он вернулся в Кембридж, он решил стать членом той церкви, в которую ходила Мэри Кинг. She said it was as dry as dust, but Spurgeon figured it was the only option he had at the time. Он сказал, что она была сухой, как пыль, но это единственный выбор, который у него был на то время. So he went to visit the minister of the church for a membership interview. Поэтому он встретился со служителем церкви на интервью, в котором он должен был пройти для того, чтобы стать членом церкви. But he was told the pastor was not available. Но ему сказали, что пастор не может с ним встретиться. 4 days in a row he tried to meet with that pastor. 4 дня подряд он пытался найти время, чтобы встретиться с этим пастором. Asking to join the church. Он просил разрешения стать членом церкви. And the pastor would not make an appointment with him. И пастор не нашел для него времени.
So he finally wrote a letter to the pastor. Поэтому он наконец-то написал ему письмо. And he said if the pastor wouldn't meet with him personally, he would simply stand up and propose himself for membership the next time the church met. Он сказал, что если пастор не найдет времени встретиться с ним на следующем церковном собрании, он встанет и предложит себя в члены. So the pastor finally agreed to interview him. Пастор наконец-то нашел время встретиться с ним. He was admitted to the fellowship of that church. И он был принят в эту церковь. It was the first church he joined as a new believer. Это была первая церковь, в которую он начал ходить как новообращенный. It was not a Baptist church, however. Но это не была баптистская церковь. And Spurgeon was determined to be true to the conviction he formed as a 14-year-old. И Сперджен был уверен в том и хотел быть, помните, честным тому обещанию, которое он дал себе, когда ему было 14 лет. He wanted to be baptized as a believer. Он хотел принять крещение верующего. So he searched for a Baptist minister. There weren't many of them. Поэтому он искал баптистского служителя, их было не так уж и много. And he finally found one about 8 miles away. И наконец нашел одного, который находился на расстоянии около 10 километров от того города, где он жил. This was in a little town called Ilam. Это небольшой был городок, который назывался Айлом. Is this on? I can actually I think I'm sure of that. У меня есть фотография. Okay, that. Хорошо, потом я покажу фотографию. Да. I'll show you later a photograph of the place where he was baptized. Позднее покажу вам фотографию того места, где он принял крещение. He wrote to his parents first asking for their consent for him to be baptized. Во-первых, он написал своим родителям письмо, где он просил позволения принять крещение. They were Congregationalists, so they did not practice believers' baptism. Они были конгрегационалистами, поэтому они не практиковали крещение верующих. But they replied with their approval. Но они дали свое добро. And John Spurgeon warned his son. И Джон Сперджен дал такое предостережение своему сыну. He told him, you should not trust in your baptism. Он сказал, не доверяйся, не уповай на свое крещение. Spurgeon understood that, of course. Конечно же, Сперджен понимал это. His mother replied, telling him she had prayed for him from his infancy that he would become a Christian. Его матерь сказала ему, что она молилась о том, его младенчество, чтобы он обратился ко Христу. But she said, I never asked for you to be a Baptist. Но я никогда не молилась о том, чтобы ты стал баптистом. Spurgeon wrote back and told his mother, the Lord answered your prayers exceeding abundantly beyond what you asked for. Она говорит, ну, здесь нет ничего плохого, потому что Господь ответил на твои молитвы в избытке. And so on a Friday morning in early May that year, Spurgeon got up and he walked the 8 miles to Ilam Ferry. И поэтому Сперджен встал в тот день и прошел 8 миль. And having never even witnessed a baptism by immersion, he was baptized. И никогда ранее не видев, что из себя представляет крещение погружением, он принял крещение. There were 2 young women also baptized that day. А в тот день также были крещены еще 2 девушки. Spurgeon said up to that time he had been timid. Сперджен сказал, что до того времени он был таким спокойным. But as part of the baptism exercise, he had to give his testimony. Но перед тем, как принять крещение, он должен был рассказать свое свидетельство. And he said when he got in the water and saw the people on the shore, И он сказал, что когда я зашел в воду и увидел людей на берегу, other people in boats watching this baptism, увидел, как люди в лодках вокруг смотрели на это крещение. he said he didn't care what anyone thought. Он сказал, что ему внезапно он не стал волноваться, что же думают люди. He said he hoped all of heaven and hell would be watching. Он надеялся, что все, что на небе и все, что в аду, смотрит на него в этот момент. Because a sudden boldness swept over him as he gave his testimony. Потому что когда он делился своим свидетельством, он чувствовал необыкновенную храбрость. He said my timidity was washed away. Он сказал, что вся моя такая спокойствие и скромность в отношении моей веры, как будто бы вода смыла ее. He said he thought it floated down the river and into the sea, and it must have been devoured by fishes. Он сказал, что, наверное, ее смыло по реке, унесло в море, и там ее съели рыбы. Because he said, I've never felt any kind of fear since then. Потому что он говорит, я больше не испытывал страха перед людьми. He said, baptism loosed my tongue. Он говорит, что крещение развязало мой язык. And from that day on, I've never been quiet. И с того времени я никогда не молчал. Spurgeon's Baptist convictions were biblical, not sectarian. И баптистские убеждения Сперджена были библейскими, они не были сектарианскими. And
by that I mean this. Что я имею в виду? He didn't become a Baptist in order to be part of a denomination. Он не стал баптистом для того, чтобы быть частью деноминации. He became a Baptist because he was convinced the Baptistic understanding of the sacraments was the most biblical. Он стал баптистом, потому что считал, что баптисты вернее всего толковали таинства. He would have been happy to pastor a church that was Baptistic, but not part of any Baptist union. И он был бы готов стать пастором церкви, которая имела как бы баптистские убеждения, но не была частью какого-то союза. It wasn't the denominational identification that he craved. Для него было главное не деноминационная принадлежность. And in fact, in his later years, he pulled his church out of the Baptist Union because of his conviction that the union was becoming too tolerant of doctrinal compromise. И в поздние годы своего служения его церковь вместе с ним вышли из Баптистского союза, потому что он считал, что Баптистский союз толерантно относится к доктринальным компромиссам. After his conversion and baptism, Spurgeon immediately set out to do as much as he could to proclaim the gospel to other people. После своего обращения и крещения Сперджен начал активно проповедовать Евангелие другим людям. It was as if he sensed his calling right away. Как будто бы он чувствовал свое призвание мгновенно. He at one point was even thinking that he might be called to be a missionary overseas. В один момент сложилось впечатление, что его призывали быть, как бы он чувствовал, что Бог призывает его быть миссионером. He thought about going to China. Он хотел поехать в Китай. And in fact, all his life he maintained an interest in international missions. И всю свою жизнь он был заинтересован в международных миссиологии международной. But he knew he needed to start right where he was. Но он знал, что он должен начать с того места, где он находился. And so he started immediately. И поэтому он начал тут же. As a brand new Christian, he began distributing tracts. Будучи новообращенным, он начал распространять христианскую литературу. He would spend his Saturdays going door to door with the gospel. В субботу он целый день проводил, навещая людей, которые жили рядом с ним, и распространяя Евангелие. And I mentioned he was baptized on a Friday. И он принял крещение в пятницу. On the following Sunday, he partook of the Lord's table for the first time. В следующее воскресенье он впервые участвовал в вечере Господней. And on that day, he began teaching Sunday school. И в тот день он начал преподавать в воскресной школе. And he found that teaching young boys was a good way to hone his speaking skills. И он обнаружил, что преподавать молодым ребятам, мальчикам, было очень хорошим упражнением для того, чтобы научиться быть лучшим учителем. This is where he learned how to hold an audience. Он сказал, что это было прекрасным упражнением, чтобы следить за тем, чтобы аудитория не засыпала. He said when the boys began to fidget, it was a sign he needed to give them an illustration or do something to recapture their attention. Он сказал о том, что когда ребята начинали баловаться, он понимал, что нужно опять привлечь их внимание какой-то иллюстрацией или еще чем-то. He transferred to a different school the following school year. На следующий учебный год он перешел в другую школу. This was his final year in school before he would have gone off to university. Это был последний год в школе перед тем, как ему нужно было отправиться в университет. And it was there that he preached his first sermon. И там он проповедовал свою первую проповедь. Actually, he more or less got tricked into it. И он сказал, что меня фактически заманили. Spurgeon joined a Baptist church in Cambridge with a long history. Сперджен присоединился к баптистской церкви в Кембридже, которая имела долгую историю. And one of the men in that church was the president of an organization called the Preachers Association. И одним из людей в этой церкви был человек, который был президентом организации, которая называлась Ассоциация проповедников. This man came to see Spurgeon one Saturday morning just as school was turned out. И однажды этот человек в субботу пришел, чтобы повидаться со Спердженом. And he invited him to go with him to the town of Teversham the next morning. И он пригласил его вместе с ним проведать городок Тевершем в воскресенье. He said, there's a young man going to preach who's not accustomed to preaching, and he would appreciate having company. Он сказал, что там будет проповедовать молодой человек, который очень редко проповедовал, и поэтому он бы хотел, чтобы мы